интернете очень много информации об одном аномальном месте, которое называют Чертова поляна, Чертово кладбище, Поляна смерти. Это место находится в тайге. По информации, животные, люди, птицы, которые попадают туда, погибают. Там находятся кости животных. Поляна покрыта пеплом, посередине находится какой-то провал, из которого идет дым. То есть это смертельно опасное место, попадая куда все живое погибает. Значит, причины возникновения выдвигаются разные. Кто-то говорит, что это угарные газы, ядовитые газы выходят из земли. Есть версия, что это палеовулкан. Кто-то говорит, что там под землей инопланетный корабль. То есть информации очень много, она очень противоречивая. Вот. Андрей Николаевич, скажите, существует такое место, как Чертова поляна? Я так скажу. Я, значит, член Русского географического общества Андрей Николаевич Строганов. И уже с 2016 года я в этой тайге, вот при Ангарской, провожу экспедицию. Я кандидат биологических наук. То есть я понимаю вот биологические реакции в ответ на различные воздействия. И в принципе вот такой вот специалист, он нужен для поиска этой чертовой поляны. Но моя главная задача – это не чертова поляна. Я участвую в ее поиске, но просто как помощник. Потому что главный у нас распорядитель этих поисков, и, можно сказать, директор Чертового кладбища, даже генеральный директор, это ростовцев Сергей. Это красноярец, которого, ну, наверное, кто интересуется темой, знают. У него там огромный сайт, там куча экспедиций. И я участвовал просто несколько раз вот в этом поиске. Моя тема – это траектория Тунгусского метеорита, потому что эпицентр уже изучен досконально, там была комплексная самодеятельная экспедиция, там 50 лет, вот, там все вдоль и поперек, и все, что там можно, там поднято. А вот эти места траекторно никто не изучал. Ну и вот это чертово кладбище находится рядом с так называемой южной траекторией. Вот и, собственно, я попал туда вот из-за того, что Ростовцев был в экспедиции по проверке показаний снежного человека. И меня послал Бурцев Дмитриевич проверять эти показания. И у нас была экспедиция. И вот свидетели нас проводили по местам их встреч. Вот. А потом они уехали, а мы поехали уже по теме Чертова кладбища. Приехали другие участники. В общем, там была двойная экспедиция. Ну и с моим участием там, собственно говоря, где-то 3-4 экспедиции вот по Чертову кладбищу есть в интернете. Вот. Ну, а в этом году тоже, вот сейчас вот последняя тема, у меня была экспедиция с июля по, вот, 40 дней она длилась, в июле началась, и вот последняя часть была Чертово кладбище. И мы проверяли там Горневой хребет, вот, Мурскую тропу, ну и мы там нашли чего-то, что соответствует Чертову кладбищу, а в основном соответствует вот это вот тяжелое ощущение, которое она вызывает. И причем при приближении они резко усиливались. В крайней точке 97% вреда она наносит. А при приближении там вот 150 метров 90%, а 250 метров она приносила 80%. А уже по ощущениям там где-то там 50% это 500 метров. А вообще ее действие кончается на расстоянии километра. И как раз вот в этом
в промежутке проходит вот эта Мурская тропа, по которой гоняли скот. То есть, в принципе, коровы могли туда заскакивать, да там надо было даже не заходить. Они бы и получили бы летальный исход на подходах только. Почему? Потому что вот чтобы человек скончался от этой точки, от этой энергетики, тяжелая энергетика, это одышка, потом начинает ЖКТ реагировать, тошноты, вот. Там какая-то слабость, устаешь. Я говорю: Сергей, давай посидим. Он говорит: ну что сидеть, давай пойдем. А я уже почувствовал вот эту одышку. Он почувствовал там через 100 метров позже. Человеку для летального исхода нужно 15 часов. Вот там. А корова 10 минут. Просто разные нервные субстраты. Человек, он более выносливый, он адаптирован вот к этой патогенке нашей техногенной. А корова, она что, экологически чистая, вот, пасется там. А вот вы сказали... И потом у нее нос нюхает, если там что-то выделяется, то она... Ближе получается. Да, ближе к траве. И тут, вот вы сказали 1 километр, воздействие слабое. То есть получается примерно радиус вот этой территории 1 километр до эпицентра вот этого места. Ну, я не скажу, это пускай ростовцев скажет. Это он делает всю аналитику, он напрашивает свидетелей, он там будет все сопоставлять. Вот. Единственное, там не было вот этого пепла, не было, там, ну, в общем, короче, не было, он тоже все это проанализирует, скажет. Вот я выводы по этой теме не делаю. Это, ну, по вашим наблюдениям, визуально нельзя понять, что мы там оказались? Только по своим внутренним ощущениям? Да, по ощущениям. То есть расскажите о вашей вот этой экспедиции, как она проходила, с кем вы были, куда ездили? В общем, где-то 15 июля у нас началась экспедиция с красноярскими археологами, сплав по реке Чадобец. Мы заехали от Кодинска, это Кижемский район Красноярского края, в тайгу по лесовозным дорогам и завезли туда катамаран. Ну и нас было 5 человек. И 300 километров, значит, мы поднялись и потом спускались на вот этом катамаране. Ну, археологи по пути искали свои объекты. Задача была найти что-то, что характеризует жизнь людей вот в этом районе 2000 лет назад, 5000 лет назад, 10 тысяч лет назад. Это, потому что там разные предметы, которые находятся, вот говорят об этом времени. Это я не археолог, это они все это прекрасно знают. И, значит, там вообще-то в Кижемском районе есть стационарная экспедиция тоже, в селе Заледеево. И там в чем причина? В том, что нужно там провести водопровод, чистая вода, чтобы поступила в дома, а вот для этого надо провести раскопки, ну, в смысле, ну, выкопать эти траншеи до труб, а это уничтожает вот этот культурный слой. И поэтому там экспедиция копает, уже вот они, уже несколько месяцев, и будет все лето копать, и уже там нашли уникальную, совершенно уникальную находку, горшок, большой горшок, на котором выбит был рисунок. Этот рисунок вот у меня на груди. Экспедиционная майка у нас специальная. Это рисунок выполнен в технике, ну, я не специалист, но вот мне кажется, что это как чеканка. Вот чеканка по металлу, бум-бум-бум, а это по глине. Вот. По глине так не делают, по глине процарапывают рисунки. Орнаменты там все это процарапывается. А вот там вот так вот выбито почему-то, каким-то предметом, ну, археологи считают, что это кость. Кость, которая вот так вот заточена. И два ряда вот этих вот точек. А это
изображение Сахатова. Лось, но при этом вот эта вот вещь, это означает сердце. То есть, видимо, это был учебный горшок для студентов-охотников. Они учились, куда поражать лося, чтобы была добыча. По-моему, это 5000 лет. Но я не уверен, это у меня это, ну, нету наработок, я могу ошибаться. Ну, короче, очень давно. Эта экспедиция была отображена в газетах. Вот это советское Приангарье. В 3 номерах описываются вот эти все успехи. Это называется спасательная археология. То есть, когда вот идет техническое освоение там какой-то территории, обязательно перед этим работают археологи и старину нашу они спасают и делают ее известным людям. Ну там, значит, вот этот район Кежемский очень, ну, заинтересован вот в этой подаче, потому что это туризм. Там разные объекты будут эти археологически открыты, и туристы там уже и так на эту старину идут. Почему меня эта экспедиция привлекла? Потому что она связана с моей темой. А тема у меня траектория Тунгусского метеорита, именно южная траектория Тунгусского метеорита, потому что однозначно не выявлено путь, по которому летел метеорит. Но наиболее хорошо задокументирована вот эта южная траектория, которая идет по Кежемскому району. Ну, вот это Приангарье. Вот красным это как раз южная траектория. А это другие траектории, всего их 7 штук. Они проходят через села на Нижнетунгуске. Там тоже народ жил, и они видели. Вообще, Тунгусский метеорит был слышен на расстоянии 1000 километров, радиус, вот в круге, радиусом 1000 километров, а виден 600 километров. И поэтому, конечно, он аномальный, но наиболее задокументировано многочисленностью показаний, там порядка, ну, наверное, больше 500 показаний, вот это именно южная траектория. Она проходит над рекой Кава. А Кава – это приток Ангары. Вот. И над этим притоком, ну, короче, вдоль Кавы я вот как раз проходил по азимуту уже с 16 года. Это получается 5 экспедиций. Я эту траекторию, значит, исследовал пешком. Но перед этим мы смотрим на космоснимки, смотрим, где вдоль вот этой траектории находятся поляны, которые могут быть следами ударов кусков метеорита. Потому что когда метеорит летел, он разваливался по пути. Из него выпадало несколько метеоритных дождей. И свидетели говорят, что вот там выпадали шары, там летели искры, там взрывы были. В общем, очень богато это все представлено вот так вот свидетельскими показаниями. Вот. Ну и вот как раз он пересекает, летит вдоль Кавы, потом пересекает Ангару, потом пересекает Чадобец, потом пересекает Подкаменную Тунгуску, и потом падает вот там, в эпицентре Кулика, где Ванавар. Поэтому, значит, если куски отвалились по ходу, они могли попасть в бассейн реки Чадобец и водами быть вынесены, ну, грубо говоря, там, в русло, на берега. И я, собственно говоря, проверял поисковым магнитом вот в этом году. Поисковым магнитом проверял пляжи, проверял вот эти выносы, там, косы, ну, где, собственно, и археологи тоже этими точками интересовались, потому что на эти косы выносят
тоже всяких, вот это их объекты, и даже там вот бивень мамонта нашли, вот сейчас вот. И какие-то кости доископаемые, там ископаемые, они были рады. То есть река действительно работает на нашу пользу. И вот я сразу говорю, я обнаружил на 2 пляжах шарики, магнетитовые шарики, которые в тунгусских исследованиях считаются признаком метеорита, потому что он на эти шарики развалился. И там вот в этих болотах куликовских они были найдены. И вот такие же шарики я обнаружил вот здесь вот на Чадопце, на 2 пляжах. Всего лишь на 2 пляжах. А мы проверили, наверное, порядка 20 штук. То есть вот на этой дистанции 300 километров. А 2 вот этих пляжа находятся на расстоянии там 500 метров, максимум там 1000 метров. Ну это излучина, и на входе в излучину пляж, и на выходе из излучины пляж. Вот. Ну, координаты есть. В принципе, какая сейчас стоит заковыка, их надо сдать на анализ, посмотреть, является ли вещество этих шариков космическим, можно ли его считать метеоритом. Какие у них размеры? Они размеры маленькие. Тут, ну, миллиметр, может быть, там меньше, там 0,7 миллиметра. Ну, будем говорить миллиметр. Они магнитятся, вы на магнит их нашли? Они магнитятся. Мы вот таскал магнит, там часть песка магнитная. И среди этого песка вот были эти шарики. Вот такая вот техника. Ну, она такая кондовая, ну… Безотказная. Безотказно. Магнит, он, его хоть это, со скалы брось, он только, может быть, лучше станет. Вот у меня этот самый, один из металлодетекторов. У меня было 2 металлодетектора. Ну, металлодетектором я ничего не нашел по метеориту, но зато нашел по археологии. По археологии нашли ивенкийский крючок в пещере. Вот он заорал. И потом его археологи подняли. И еще гайку нашли от самовара. Ну, то есть стойбище там было. Вот. Они, ну, видимо, там на оленях возили эти самовары, что ли, пить чай. Вот. А крючок они положили в пещеру, чтобы духи этой пещеры помогали на рыбалке. Это вот что касается экспедиции с археологами. И я считаю, ну и кроме того, я ну, получил новое вдохновение там, вот с этими интересными людьми. Есть, оказывается, разновидность находок, когда их много. Ну, если, допустим, 5 горшков разбили, ну, лошадь вьюком там по стволу ударила, осколки горшки развалились. Ну, и они взяли их, выкинули. Ну, и получается россыпь вот этих осколков. И точно так же россыпи вот этих метеоритных шариков. Ну, в смысле, мы предполагаем, предположительно метеоритов. Тоже вот эти россыпи. Но вот это, в другом месте я еще не дошел до этой части. У меня была экспедиция из 3 серий. Вот первая серия – это вот археологи, вторая – это Кава, вот, а третья – это вот чертово кладбище, мы уже об этом говорили. И всего я там был 40 дней. Так, вот сколько из них вы провели с археологами? 10 дней. А потом? Потом 20 дней в одиночку был Кава. 20 дней в труднопроходимой тайге вы в одиночку? Да, вообще там все заросло. Все заросло. Там был охотник. Вот когда я начинал в 2016 году, там был охотник, он чистил эти дороги хотя бы. Тропы. Да. Ну, хотя бы, чтобы его буран проходил. Вот. Там, в принципе, дороги-то люди же жили. А когда началось затопление Богучанского водохранилища, то тогда и
собственно говоря, села эти ушли под воду, и дороги стали уже не актуальны. Куски дорог остались на берегах, частью они затоплены, там, где они проходили через притоки. И поэтому там один способ заброски, тем более у меня снаряжение тяжелое, это вот эти металлодетекторы. И, значит, там вариант заброски, который подходит, это на надувной лодке. У меня еще надувная лодка. На этой лодке я заплыл, сделал там базовый лагерь. Да. Заброска тоже очень, я бы сказал, тяжелая. Почему? Потому что там идет водохранилище новое, там вот эти плавающие острова из торфа, торфяников. На этих островах даже зимовья иногда стоят, такие гигантские, но все болотистое, то есть на берега не выйдешь. Вот где тебе хочется, ты не выйдешь на берега. Надо искать какое-то местечко там укромное, потом уже опыт, когда вот так потыкаешься день, на второй уже начинаешь по каким-то дальним признакам знать, где есть перспектива. И тут, конечно, отвлекаться не будем, тут помогал снежный человек искать вот эти места высадки. Да, короче говоря, я вот этим магнитом на кове обнаружил тоже шарики. Вот такие же шарики. Вот. Причем там в одном месте было высыпание. И высыпание не просто шариков, а шарики, которые вплавлены в какой-то цемент. То есть шарики магнитные, они стекловидные, потому что когда сдувает вот этот расплавленный чехол с метеорита, вот этот ветер, когда он уже летит, он может лететь со скоростью 5 километров в секунду, 10 километров, на входе он 70 летит. И вот это расплавленный метеорит, вещество, оно как стекло. И вот то, что я нашел, эти шарики, они стекловидные. Вот, значит, смотрите, видите, вот это вот как раз вот эти поляны, которые похожи на ударные воронки. И вот эти поляны я проводил несколько лет исследовать, с земли смотрел, если там вот этот навал подтверждается, хотя и так видно, что тут вот такая припухлость, такое вот кольцо поднятое. То есть это, в принципе, как кратеры на Луне, но поскольку у Земли атмосфера, среда агрессивная, эта агрессивная среда разрушает. И не везде он сохраняется, но вот с учетом этих обстоятельств, если мы находим вокруг воронки вот этот вот навал, хотя бы часть, уже я считаю, что он есть. Вот это вот как раз навал вокруг воронки. Вот видите, тут деревья выше, тут порядка 6 метров навала, тут нету навала. Южная траектория красным с учетом маневра Зигеля. Видите, он тут сильно сбивало с толку исследователи комплексу самодеятельную экспедицию. Почему так много свидетелей, которые никак друг с другом не связаны территориально, они разбросаны там тысячи километров. И поэтому Зигель, Зигель, он знаменитый человек, он был директором Московского планетария. И еще лекции читал в каких-то институтах, типа Бауманский институт. И он предположил, что это был не совсем метеорит, а метеорит, который сделал маневр. А маневр – это значит НЛО. Да. То есть вот он долетел до Кежмы, метнулся на восток, долетел до села Преображенко на Нижнетунгуске, и потом метнулся назад и долетел до Волновара, там упал. Вот он сделал такой маневр зачем-то.
Вот. И, ну, мы простые люди, мы же это самое, не выдумываем версии, мы их проверяем только. И я должен сказать, вот эти вот голубые пятнышки, вот 3, это выпадение метеоритных дождей. 3 метеоритных дождя вот по южной траектории выпало, а там еще выпали. То есть это Тунгусский метеорит не похож на метеориты, потому что метеоритный дождь у метеорита бывает только один. Вот даже у Челябинского только один. А Челябинский он похож максимально на Тунгусский, потому что там последовательность вспышки и звукового воздействия, взрыва, оно аномальное. Почему воодушевились тунгусники, когда упал Челябинский метеорит? Потому что он был похож на Тунгусский, да. На Тунгусский максимально, а все остальные не похожи. Вот. И, короче говоря, вот дело в том, я вот это место маневра посетил, и действительно тут что-то есть. Ну, это просто надо исследовать. То есть, а мы можем сказать, что найденные частицы метеоритных дождей подтверждают криволинейную траекторию движения Тунгусского метеорита? Нет, подтверждает другое. Сейчас я скажу, что. Это нет, это мы не можем сказать. То есть это надо проверять? Мы еще, да, мы должны сдать на анализ. Если там будет железо и до 10% никеля, ну 7-10, то это значит метеоритное вещество. Вот они сделают такой вывод, метеоритчики. Вот. Но они скажут, а что, а это может не тот самый, не Тунгусский метеорит, вот эти шарики. От любого метеорита, в принципе, эти шарики могут, и во всему миру их можно найти. Да, конечно, но если мы найдем какие-то вот скопления, вот опять же вот эти высыпания, то вот эти высыпания, о которых я говорил на Кове, я вот нашел вот одно высыпание, оно на расстоянии 10 метров, и больше нету нигде такого вот материала. Ну ладно, это как бы ученые будут спорить, это как бы нормально, вот. Но вот я хочу сказать вот про этот перегиб. Вот начиная с 2016 года я уже понял, что это место, где вот пролетал Тунгусский метеорит, оно аномальное, а я занимался 30 лет туризмом по аномальным зонам. Ну, в основном, конечно, мы посещаем места силы, геопатогенку редко когда, ну вот сейчас вот когда чертово кладбище, ну или попадаем там нечаянно на сетку Хартмана, где геопатогенка, тогда вот палатка стоит, и ты не можешь уснуть. То есть вначале уснул, потом проснулся, как огурец, спать неохота. Это вот потому, что попала палатка на пересечение. На пересечение вот этих линий Хартмана. Вот. А чего? А берешь эту палатку на метр передвинул, потому что эти узлы, они небольшие, 40 сантиметров пятна. Вот. И сами линии Хартмана 40 сантиметров. Кто занимается медитацией, так это хорошо, потому что он сидит на этой точке, и его все время будет, он не уснет. Или там сделает какие-то открытия там ночные, там, это самое. Вот, может быть, человечество сделает прорыв, ну вот как Будда. Он сидел, его все время будила вот эта аномалия. Поэтому он не спал и стал Буддой. Ну, мы и говорим Будда. Поэтому ищем такие места, просветляемся. Нет, я лично не ищу. Я, наоборот, хочу ночью поспать, я палатку задвигаю. Но я понял, значит, что вот эта проекция траектории, аномальная зона, и это место силы. Я это понял еще в 2016 году. И нарисовал ее, и начал по ней ходить, искать, ну, в смысле, проверять соответствие вот этих полян, которые вокруг, версии, что это метеоритный, ударный механизм образования. То есть должен быть по периметру
навал. Да, вывал земли, да, Да. при ударе. Насыпь. Да. Ну, как воронка. Да. Это воронка, но пускай разрушенная. Оказалось, что след Тунгусского метеорита, который является следом его пути на Землю, он составляет 140 метров. Ну и идет сквозь тайгу на вот сотни километров туда, в Ванавару, вот так вот идет вот такая вот полоса, она невидимая, но она ощущается. Вот туристы-аномальщики ее легко, так сказать, фиксируют. Вот я хочу сказать, что на этой полосе, эта полоса – место силы, она не используется, но люди все равно растаскивают вот эту энергетику. И поэтому жители Кижемского района, им посчастливилось, они энергизованные, они вот пользу от этой энергетики получают. И кроме того, произошло еще одно чудо, вот в последние годы, в 23-м году, произошло буквально чудо вот с этим энергетическим следом. Его активность стала резко увеличиваться. Он все сильнее и сильнее. Он действует на весь район, он действует на, ну, там же эпицентр еще, в Венки он действует. Потом он действует на весь Красноярский край, он действует. Он действует на всю Россию. И вот эта энергетика уже вышла, она сейчас в городах. То есть он действует благоприятно? Благоприятно. Вот на всю Россию он действует благоприятно. Вот сейчас вот. Ну, я вот это утверждаю, ну, потому что вот этими аномальными зонами, местами силы я занимался профессионально 30 лет, начиная с Белухи, гора Белуха, Горный Алтай, которая, собственно говоря, вразумляет и вдохновляет, и дает наработки для того, чтобы вот эти места силы обнаруживать в других местах. А вот такой вопрос. Если это место силы с 23-го года усиливается, то замечали ли вы, что другие места силы также усиливаются, или только именно вот это место? Нет, другие места силы я не замечал. Это вот именно вот это. Но это усиливается сильно. Но у нее там, я уже даже знаю, какая там динамика, там, ну, примерно, приблизительно. Это же сложные все вопросы. Вот. Ну, вот, допустим, на кладбищах нету этой энергетики. Вот. Значит, в зарубежных странах она тоже слабее. То есть вот Россия по энергизации, она сейчас выше остальных. Да, она получает преимущество. Я думаю, это приведет, ну, как это, утверждение, что Россия может спасти только чудо. Вот это чудо уже, оно генерируется. И запущено оно Тунгусским метеоритом. Хотя прошло 908 год, через 3 года, в 28 году, будет 120 лет. Казалось бы, все это уже можно забыть и, ну, вычеркнуть, уничтожить с радаров, вообще не рассматривать. Очень интересные результаты на самом деле. Да, да. Ну вот Кижемский район, конечно, когда вот так вот им говоришь, что вы там кижемцы, молодцы, кижбаи, да. А еще у кижбаи есть еще второй приток, вот такой халявной энергии, будем говорить. Потому что Кижемский район, он находится на излучине Ангары. Вот эта вот Ангара, вот, она делает такую большую подкову. Ну вот она пошла. Да, ну вот она мелко, ну, начиная с, где там, Усть-Илимск, по-моему. Ну, в общем, короче, вот такая подкова. То есть Кижемский район Красноярского края, он находится на полуострове. А вот этой водяной жилой является Ангара. Вот. А такие места, они ну, несут повышенную энергетику, тем более вода течет там. Ну, вот, допустим, Кольский полуостров, он, там Белое море и Баренцево,
Вот его делают полуостровом. Вот, короче говоря, второй источник энергетики, за который не надо платить, она как подарок людям. Вот это связано с излучином горы. Вот это вот Кижемский район. И Венки тоже имеет вот эту подпитку энергетики, но она связана с Тунгусским метеоритом, потому что там вот эпицентр, там Шишковский вывал, ну там вот эти объекты тунгусские, вот их там много. И вот эти не найденные, ну не подтвержденные, как бы будем говорить, места падений, там вот это бурлацкие показания, ну, в общем, там есть много чего. Там, в принципе, тоже эта энергия, она повышена. Вот эта энергия связанная с Тунгусским метеоритом. У нас, кстати, вот здесь река Мана есть. Мана? Да, у нее, она изгибается как змея прям. Несколько изгибов делает. Вот, Москва, она на изгибах Москва-реки. Там вот в этом месте, где Москва, Москва-река делает 13 изгибов, или получается 7 излучин. И излучины, в отличие, там другие реки тоже делают такие излучины. Клязьма там, допустим, где Владимир. Вот. Но в Москва-реке излучины 2 километра, 3 километра большие, а там меньше. И вот мы что видим? В историческом как бы процессе Москва стала столицей, она обставила всех, и Владимир, Новгород, там, Нижний Новгород, все вот эти города, Киев. Вот до тех пор, пока вот эта вспышка энергетической активности стала фиксироваться. А в чем она состоит, вот эта вспышка? Во-первых, возрастание амплитуды и частоты воздействия. Причем там большие очень цифры, очень большие цифры, огромные цифры. А потом еще, значит, выход вот этой энергетики из полосы 240 метров и распределение по площади. Вот почему она и заполнила Красноярский край, заполнила Россию, заполняет весь мир. Вообще это планетарно-глобальное явление получается. Вот сейчас последствия Тунгусского метеорита, можно сказать, что это планетарно-космическое, не наоборот космопланетарное, а планета влияет на весь космос. И уже там по оценкам, у меня есть друзья там, астрономы, и по совместительству астрологи они значит, говорят, что вот эта частота дошла до созвездия Вега, амплитуда, то есть дошла до Вега, а поскольку там частоты тоже адские, то это мгновенная передача означает. Вот, герцы там какие-то там триллионы, миллионы, я просто не помню. Какие там триллионы. Запредельные цифры. Да, все запредельное, все запредельное. Ну и я не настаиваю как бы вот на этих всех версиях, я просто сообщаю, чтобы, кто-то западает на эти вопросы, чтобы они приняли к сведению, и, возможно, они получат подтверждения, которые будут независимыми. Вот. И еще очень немаловажное событие, хотя оно такое, немножко щепетильное, но я сразу как бы прошу извинений. Вот. В 23-м году у нас было юбилей был Тунгусского метеорита, 115 лет. Вот. Праздновали во всех городах, праздновали в Тунгусском заповеднике, сейчас там заповедник вот, в эпицентре. А метеорит у нас упал 30 июня 1908 года, и вот 30 июня все, кто имеют отношение, они празднуют. Вот. И вот я почему говорю щепетильный немножко такой вопрос, хотя ничего тут особого нету, это может быть даже наоборот, как относиться, я, например, этим горжусь. Вот. Митрополит Красноярский и Канский, Пантелеймон, летал
в эпицентр на вертолете и провел там молебен. Вот. То есть я полагаю, что церковь, она отслеживает вот такие энергетические всплески. Это может быть полезно для православия. И я лично рад, что вот они, значит, на это пошли. Ну и к слову, можно сказать, что через 3 месяца после вот этого июня 23 года патриарх заявил, что он нашел чудотворную икону Казанской Божьей Матери, которую возили вокруг Москвы. А возили ту, которую носил Минин и Пожарский. Ну, там, может быть, не точно это все установлено, но вот. То есть, что мы видим? О том, что чудо, вот генерация чуда вот уже как бы пошло. И потом патриарх после, вот в последние годы там на разные события заявляет, что православие, наше православие, оно, значит, как бы самое сильное в мире. Это вот как раз это Пантелеймон делает молебен в Венкии. Давай, вот это вот он. Читает проповедь. Ну, это он в Иванове, а это вот он, видите, вот это изба Кулика. Изба Кулика? Это эпицентр падения Тунгусского метеорита. Вот. Митрополит Пантелеймон читает проповедь. А как туда добираются? На чем? На вертолете. То есть пешком никаких дорог, ничего нет, только вертолет? Нет, пешком там можно, через болото, но большие люди не дойдут. Да, тут можно еще сказать, что по природе, ну, тут вот трудно говорить, почему, потому что это все связано с, ну, как бы не совсем научный этот подход, вот. И мы стараемся, в принципе, об этом не разговаривать, но… Люди есть разные, поэтому да, все версии вот, важны, нужно вот, все рассматривать. Да, вот для них. В общем, энергетически вот эта траектория, она и в начале была, когда я попал сюда, она соответствует лей-линиям. Аномальный объект лей-линия. Это англичане впервые это установили, Уоткинс в каком-то там 23-м году. Вот. И есть общество в Англии охотников за леями. Вот эти линии в Англии, их много. И они проходят сквозь святилища. Они проходят через Стоунхендж, через старые храмы, там, Менгиры, там, Белая лошадь, там все вот, там вся Англия вот в этих линиях. Вот, есть карты. А тут у меня даже такая карта есть, по-моему. Давай покрутим. Да, вот это вот United Kingdom, вот это Англия как раз. Вот это леи, которые они зафиксировали. Вот эти охотники за леями, а это общество охотников за леями, оно имеет статус английской короны. То есть королева знает об этом обществе и его поддерживает. Ну, а сейчас король, ну, английская корона, она во все времена английская корона. И мы что видим? А то, что Англия – это же наиболее успешная монархия, как бы то ни было. И существует содружество еще вот этих государств, доминионы там. Вот, оно процветает. Это тоже чудо своего рода. То есть мы видим, что леи – это энергетика чуда. А как это можно понять? А так, что вот между этими святилищами, менгирами, это же все исторические дороги, это лей по-английски переводится как старая дорога. Он на местности выглядит как будто насыпь, какая-то такая слабо выраженная, или наоборот выемка, но они прямые. В Англии они почему-то прямые. У нас есть повороты. Вот. И у нас тоже они есть. И они, но их ширина 40 сантиметров. Лей-линия, такая классическая, 40 сантиметров шириной. И вот эти тропинки,
по которым люди испокон веков ходят, они как раз, собственно, являются лаями. И ведь же из тропинок получилась там параконная дорога, потом для повозок, потом сейчас проспекты. И вот этот след лей, он на наших асфальтированных улицах проявляется, да? Да, он проявлен. Но сейчас это уже не актуально. Сейчас лей на всей площади. Вот этот лей. То есть мы видим нарастание энергетики чуда. Вот, ну, как бы то ни было. Но потом вот эти богомольцы, которые посещали эти святилища, храмы, они же несут священное писание с собой, там Библии, там, их читают, там крестные ходы, то есть знания и вера, чудо, они распространяются по леям. Вот что мы имеем. Во, это ростовцев, ну это мы на одной из аномальных зон, вот он гриб, это, вот он в руке держит гриб, шляпка, это шляпка, она больше его головы. А что за гриб зимой? Откуда? Нет, это не зима, это выпал снег. А, снег выпал? Внезапно, да. Это 9 сентября уже снег выпал там. И вот видите, аномальная завивка стволов вот тут. Это вот одна из версий чертова кладбища. Просто разные свидетели давали разные ориентиры, и мы проверяли, в общем, это вот уже третья вот в этом году была проверена. И вот в этой аномальной зоне тоже живот болел, оттуда бегом ликвидировались. А это гриб, знаете какой? Маховик. Они маленькие ведь всегда. Вот маховик, гриб-маховик вот. Или как-то по-другому называется, может быть, абабок. Ну, они маленькие, да. То есть этот огромный. Они меньше опят. Да. Вот. Ну, вот они вот такие. Они 5 сантиметров, это максимум. А это вот, смотри, голова сколько сантиметров у нас? 30. Да, 30 где-то. Ну вот, а это порядка 40. 40 сантиметров шляпка гриба. Вот такая. Гриб-мутант. Гриб-мутант. А, это вот точки. Это вот как возникает кратер магнитный. Это другие траектории идут. Это одна из полян. Это вот аномальная, видите, плесень на листьях. Это ставили инфракрасную камеру, она мерила температуру, вот скачок. На одной из камер скачок было 10 градусов в среде. Ну, другие камеры 10 показывали, а это 30. Короче, локальное усиление температуры в каком-то месте определенном. Да, вот на камере и вот второй день тоже. А, вот это почему, это все тоже касается чертова кладбища. Сгорел компьютер, когда обрабатывали вот эти съемки, вот эти инфракрасные камеры, обрабатывали, и получилось, что 3 диска сгорело, и сам блок сгорел. Информация стерлась? Да, все. Нет, информация не стерлась. Когда вот я клеил фильмы, я смог только 3 части склеить, и компьютер сдох. Я поехал на другой компьютер и начал клеить эти 3 части, смотрю, дохнет этот тоже. И уже не склеивая, бросил их на YouTube, они сейчас на YouTube есть. Но воздействие скверное. Кто-то хочет хлебнуть геопатогенки, вот может посмотреть. Но... А компьютеры стояли в местах геопатогенных зон? Нет, и вне? Нет, это информация. Просто информация такая. Вот эта информация, запись на вот эти камеры ловушки, они называются, вот эти, которые включаются на перемещение тепловой метки. Она включается, делает съемку, потом уходит в сон там, на период, потом опять, и так вот снимается, и еще заодно температуру мерит. Такая камера была. Но мы их использовали для съемки снежного человека, но это другая тема. А где сейчас эти диски? Диски? Да, вот 3 диска, которые зараженные, которые где они? Вот где. Сейчас скажу, где. 2 диска, я не знаю где. Программный, первый сдох, потом сдох, где было
эта информация, а потом еще третий, на котором была другая информация. Тоже сдох. И вот этот третий, он не совсем сдох, он вот когда ставишь его там, начинаешь переписывать, да, он делал так тик, тик, в общем, тикал, и ничего не переписывал. Я его потом нашел там крутого компьютерщика, потребовали 10 тысяч. Ну, это, тогда это там какой-то там 17-й год, ну, это было слишком много. Да. За восстановление информации. Да. Вот, потом, значит, я нашел товарища, который тоже вот такой опытный, но не так много брал. Он говорит, я сделаю, потом договоримся. Но потом он вообще исчез. Он исчез. С диском? С диском, и вообще он ушел с работы, вот который, где он работал, он же работал. Человек пропал. Человек пропал. Потом сказали, что он уехал в Подольск, ну это под Москвой там, Подольск. Там у него мастерская теперь. Я туда поехал, там его вообще никто не видел. Охрана его не знает. В общем, короче... Загадочная детективная история с этой информацией. Вот это чертово кладбище. Потом мы туда ездили, на эту поляну. Вот. И Ростовцев подтвердил. Есть это в интернете фильмы.